Весной прошлого года я снял ролик, где вкратце описал последствия возможной войны против Украины. Я не военный специалист, людей такой квалификации даже нет в нашей команде, но этого и не понадобилось. Сбылось практически все и даже хуже. Не надо быть специалистом, чтобы предсказать, что будет, если развязать войну в центре Европы против 40-миллионного государства с опытной армией. Будет катастрофа. Будут тысячи и десятки тысяч убитых с обеих сторон. Весь мир отвернется от тебя, твоя экономика схлопнется, ты станешь изгоем, хуже Северной Кореи. Это будет самая масштабная война с 1945 года, по сравнению с которой Афганистан и Чечня, оставившие столь кровавый след в нашей истории, покажутся малозначительными инцидентами. Эта война – злодейство. 11 сентября 2001 года развитый мир забудет не скоро. Злодейский акт хладнокровного убийства людей все наблюдали в прямом эфире. Это событие навсегда изменило сам образ жизни людей на Земле. Международный терроризм стал злом, против которого все средства хороши. Теперь мир наблюдает 11 сентября длиной почти в месяц. Возможно, из России это так не выглядит. В российском телевизоре война очень привлекательно показана, но в иностранных СМИ и в соцсетях, и в реальности это именно так. Иррациональное зло уничтожает европейские города, превращает людей в беженцев, а детей делает сиротами. И ведь так оно и есть на самом деле. Как и в международном терроризме, в этой войне людей пугает иррациональность зла. Не было никакой причины начинать боевые действия в 21 веке в центре Европы. Нет никакой причины, кроме одной пожилой причины в Кремле, для того, чтобы эту войну не остановить прямо сейчас. Еще раз важно понимать, в Украине нет никаких фашистов, которые бы были у власти, нет нацистов. России не угрожала НАТО и вообще ничего не угрожало. Это очевидно любому нормальному человеку, но это надо проговаривать каждый раз, и мы будем это делать тут. Россия не защищает жителей Донбасса. Россия не заканчивает войну, начавшуюся 8 лет назад. Россия просто иррационально убивает украинцев, военных и гражданских, теряет при этом своих солдат, и происходит это безо всякого смысла и безо всяких целей. В это сложно поверить. Хочется верить, что люди, принимающие решения наверху, на такие меры идут только при наличии очень большой угрозы. Однако правда заключается в том, что люди в российском руководстве живут в каком-то ином мире, не обладают даже базовой информацией о мире реальном и начали эту войну совершенно просто так. Все те последствия, что уже наступили для России и еще наступят, надо отсчитывать и прогнозировать именно от этого. Избиратели и налогоплательщики во всем мире, все, от кого зависят политики и корпорации, пребывают в абсолютном ужасе. Российское руководство за считанные дни загнало нашу страну за грань добра и зла. Россия теперь источник такой крови и таких страданий для людей, каких Европа не видела с 1945 года. И руководство западных стран будут пытаться это остановить любыми способами. Любой человек со здравым смыслом мог предположить те последствия, которые мы наблюдаем сейчас. И это само по себе раскрывает нам качество принятия решений в верхушке российского руководства и лично принятия решений Владимиром Путиным, а также качество той информации, на которую они опираются, когда это делают. Война, которая идет уже 4-ю неделю, вскрыла несколько неоспоримых фактов, которые до того, возможно, были не столь очевидны. Давайте о них поговорим сегодня. Факт первый. НАТО никогда не угрожало России. По идее, если бы мы жили в веке 19, ситуация, подобная той, в которой мы оказались сейчас, была бы лучшим моментом для нападения на Россию со стороны кого угодно. Вторую кампанию страна просто не потянет. Все сколько-то боеспособные силы сконцентрированы в одном месте, в Украине. Тем более, натовские генералы не хуже всех остальных видят, чем на практике оказалась российская армия, которая еще недавно так бодро грозила всему Западу. Тем не менее, даже сейчас, когда других оборонительных аргументов, кроме ядерного оружия, просто нет, резервы скребут отовсюду, и танковые клинья из Прибалтики отражать совершенно некому, на Россию не просто никто не нападает, но наоборот, НАТО всячески уклоняется даже от гипотетического шанса к прямому столкновению. Мрачный парадокс в том, что под флагом отражения угрозы НАТО российское руководство лишний раз показало, что этой угрозы никогда не было. И это факт. Факт второй. Российская армия – продукт пиара, а не войны.
У многих было представление о том, что даже если режиму Владимира Путина хватит глупости влезть в большую войну, то, по крайней мере, внешне для общественного восприятия она не будет такой же, как Афганистан или Чечня. 20 лет переходили на профессиональную армию. За 10 лет на перевооружение потратили сотни миллиардов долларов. Как-то все казалось должно быть иначе. Даже при всей коррупции и неэффективности не может такое количество денег просто уйти в никуда и прилипнуть к рукам. Но нет, оказалось, что может. Российская армия демонстрирует полный провал. Провал как с технической, так и с организационной точки зрения. Западные военные эксперты находятся в полном ужасе, потому что так не воюют. Не растягивают пути снабжения, не наступают без обеспечения тылов, не используют в одном формировании разнотипные танки, не ведут разговоры по открытым каналам связи. С последним обстоятельством, как считает Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team, связаны такие потери в среде российских полковников и генералов. Я напомню, что по данным украинцев погибли уже 6 генералов, один из которых генерал-лейтенант. Попытка командования общаться по открытым сетям, наверняка прослушиваемым СБУ, это прямая дорога к наведению артиллерии по локации большого начальника. Мы не имеем точного представления о потерях, но даже если ориентироваться по самой нижней планке, если поверить российскому генеральному штабу или Министерству обороны, что, конечно, никому не придет в голову делать, но вот даже если вдруг, то этот генштаб последний раз сообщал нам о жертвах 2 марта, почти 3 недели назад. Но даже тогда их малореалистичная картина выглядит ужасно. На 2 марта они сообщали о 498 погибших. Количество пропавших без вести при этом не называлось, попавших в плен. И это по данным российского Минобороны, по данным на начало марта, а с тех пор интенсивность боев только выросла. Про потери Росгвардии нам ничего не сообщали с самого начала войны, а о потерях войск ДНР и ЛНР формально перед нами отчитываться-то и никто не должен. Там-то вообще была всеобщая мобилизация. В пушечное мясо превращали простых гражданских, которые и стрелять-то не умеют. Но даже если просто посмотреть цифры Минобороны, на 2 марта они сообщали о 498 погибших. То есть российская армия теряет не менее 500 человек в неделю. Если пересчитать на год, это будет 26 тысяч. И это, напомню, только официальные данные. Россия потратила на армию в 2021 году почти 50 миллиардов долларов. Это почти треть ВВП Украины. Больше ее государственного бюджета в прошлом году. И несмотря на это, российская армия несет колоссальные, ни с чем не сравнимые потери. И не добилась ничего, помимо уничтожения мирных городов бомбами и артиллерией. В этом месте мы прервемся на рекламу. Мы даже в такие ролики ее ставим, чтобы редакция могла продолжать нормально существовать. Facebook, Instagram и Twitter заблокированы Роскомнадзором. Блокируют и независимые СМИ за якобы неправильное освещение ситуации в Украине. Никто не знает, какой сайт заблокируют следующим. Вполне возможно, что скоро единственным доступными в стране соцсетями будут Одноклассники и ВКонтакте, которые не лучшим образом обращаются с вашими переписками и персональными данными. Сегодня VPN из роскоши превратился в необходимость. Если вы хотите сохранить доступ к привычным соцсетям, сайтам и мессенджерам, вам придется им пользоваться. Но сразу предупрежу, бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем – большой вопрос. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает на нас никаких санкций, а подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и UnionPay. Так вы обойдете блокировку российских карт за рубежом. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам блокировок, Surfshark поможет избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду CATS Surfshark предоставляет скидку в 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании. Всегда такая реклама была у нас. Продолжаем. Следующий факт. В Украине нет и не было проблем с русским языком и его носителями. Это вообще самый главный и нерешенный пропагандой до сих пор вопрос. С одной стороны, официальная доктрина провозглашает единство русского и украинского народа. С другой стороны,
пугает людей этническими чистками националистов в Украине. Как с чисто технической точки зрения будет осуществляться этот геноцид? Как украинские националисты должны были бы отделять этнических русских? Но это как-то никем не обсуждается, типа, вопрос отдельный. Украина двуязычная страна. В мире таких, мягко говоря, немало. Ситуация, которая исторически сложилась в Украине, для всего мира скорее типична, чем аномальна. У каждого есть основной язык, на котором он говорит дома, с которым ему комфортнее всего, но все всех отлично понимают. Совершенно нормальная и обычная ситуация, когда диалог ведется сразу на двух языках. Вы задаете вопрос на украинском, а вам отвечают на русском, и наоборот. К тому же украинский язык — это не иврит, который, если вы его не знаете, то не поймете ни слова вообще даже по контексту. Украинский язык предельно близок к русскому. Абсолютно любой, пусть совершенно не способный к языкам человек, спустя полгода жизни в Украине, если он русскоязычный, начинает понимать украинский на слух, а через пару лет сможет сносно изъясняться, безо всяких дополнительных усилий, просто за счет нахождения в двуязычной среде. Единственный источник угрозы для граждан Украины безотносительно этноса и языка — это Владимир Путин, чьи бомбы и ракеты убивают тысячи человек, а миллионы лишают домов и делают беженцами. Факт 4. Санкции — это очень серьезно. В вопросе санкций очень хорошо видно, как пропаганда работает в обе стороны. То есть и на население, и на тех, кто ее заказывает. То есть она сама убеждает тех, кто ее заказывает, руководство страны. И, возможно, в случае с санкциями на своих заказчиков даже сильнее. Все поверили, что Россия после 2014 года успешно справилась с санкционным давлением. Но правда в том, что все эти годы после Крыма, после Боинга и Донбасса против России не вводились санкции. За посткрымское падение уровня жизни мы должны сказать спасибо совершенно другим обстоятельствам. Обстоятельствам, сидящим в правительстве, в парламенте, в Кремле, а особенно на Лубянке. Плохое и размытое законодательство, предприниматели как кормовая база спецслужб, подконтрольные суды – вот наши санкции. 159-я статья «Мошенничество» наносит нашей экономике больший ущерб, чем любой внешний вызов. За исключением отдельных отраслей, связанных с оборонкой в основном, ничто не мешало российскому бизнесу работать на Западе, а западным компаниям в России. Да, масса компаний разорилась, масса людей потеряла работу в результате антисанкций, но западные партнеры тут совершенно ни при чем. Россия сама их на себя наложила. Российские компании спокойно выходили на западные рынки капитала, спокойно размещались на фондовых биржах, легко привлекали иностранное финансирование. В Европу тянулись все новые ветки газопроводов. Но вот сейчас уже мы действительно увидим истинное значение словосочетания «международные санкции». Потому что все, что успело произойти за последние 3 недели – подорожание, дефицит продуктов, сахарные битвы, дефицит лекарств, средств гигиены, остановка производств, конец авиации, пропажа валюты и черный рынок ее – это еще не последствия санкций. Значительная доля санкций против России либо еще не начала работать, либо начала, но не в полную силу. Пока идут поставки по старым контрактам, пока есть складские запасы, пока цепочки производств не рухнули. Почти все, что успело случиться, случилось на ожиданиях санкций, но не на самих санкциях. Основное еще впереди. Еще вот что нужно помнить. Пространство для новых санкций бесконечно. Уже понятно, что Россия потеряет западные рынки энергоносителей. Еще пара разбитых роддомов, и это случится немедленно. Европейское общественное мнение готово потерять 1-2% доходов, чтобы не оплачивать убийство детей. Но даже без этого в течение нескольких лет это точно случится все равно. Но это не все, потому что пока на Россию не наложено полное эмбарго, полный запрет для американских, европейских и японских компаний работать на нашем рынке. А что еще хуже, с любыми компаниями и физическими лицами, которые на нем работают. Пока не начались аресты российского имущества за рубежом. Не имущество олигархов, а любого российского имущества. Владельцы похищенных самолетов, собственники национализированных бизнесов, все пострадавшие от действий российских властей не махнут рукой на миллиарды долларов, которые у них украли. Они отберут через суды все, что не приколочено, и арестуют любые счета любых компаний, хоть как-то аффилированных с тем правительством, которое легализовало кражу. Просто по реакции российского правительства можно видеть, каким шоком для них стали настоящие санкции, а не то, о чем они вместе с телевизором фантазировали 8 лет. Следующий факт. У России нет разведки. Самый, пожалуй, изумительный момент.
Высшие политические должности в России и места в руководстве крупнейших госкомпаний заняты выходцами из спецслужб. Там нет и никогда не было людей с серьезным военным прошлым, зато чекистов там сколько угодно. Украина — это не Лаос. Не нужно потратить всю жизнь, чтобы разобраться в украинской культуре, новостной повестке и политическом устройстве. Любой человек безо всякого разведывательного бэкграунда, без нелегального внедрения в украинские правящие круги, без жизни под прикрытием, как Штирлиц, может читать украинские соцсети и СМИ и составить для себя в разы более адекватную картину мира, чем была у Владимира Путина. Сегодня, по косвенным признакам и сливам, мы, в общем, понимаем, что вторжение готовилось загодя. На внутреннюю работу по дестабилизации Украины были потрачены огромные деньги. На этом направлении кормились целые службы ФСБ. И теперь ясно, чем они были заняты. Они вешали лапшу на уши начальству. Если бы не ситуация в целом, то для большой страны, обладающей ядерным оружием, это просто была бы катастрофа. За 20 лет инвестиций в армию и спецслужбы у нас нет ни того, ни другого. Мы видим разведку США, которая заранее знала все о грядущем нападении вплоть до дат. То есть получала информацию из самого близкого круга принимающих решения. И видим российскую разведку, которая годами кормила свое руководство такими байками, которые можно опровергнуть, просто почитав украинские политические паблики в Фейсбуке. Конечно, можно было догадываться, что в закрытых от общества армии и спецслужбах бардака еще намного больше, чем на поверхности. Но сейчас мы не догадываемся, мы точно знаем. Путин ввязался в полномасштабную войну, не имея никакого представления ни о противнике, ни о компетентности своей армии. Факт 6. Китай на помощь не придет. Вообще, это самый занятный факт из всех, потому что помощь от Китая — это такой феноменальный результат самовнушения, которому просто нет равных. С каких пирогов Китай, крупнейший торговый партнер которого это Соединенные Штаты, весь экономический рост которого построен на интеграцию в мировую экономику, вдруг ломанется помогать падающей экономике с умирающим потребительским спросом? Это просто загадка. Единственное, что почти за месяц войны мы официально услышали от Китая, это дежурные декларации о том, что мир во всем мире — это хорошо, а война никому не выгодна. Китайский бизнес, вне всяких сомнений, доволен, что его российские конкуренты сейчас окажутся под санкциями и уйдут с рынка. Например, очень довольны конкуренты в экспорте металла. Китай на этом рынке занимает первое место, а Россия четвертое. И препятствовать этому процессу Китай как государство точно не намерен, что недвусмысленно дает понять. Факт 7. Война разрушила все. Главное слово этой войны — разрушение. Разрушение в глобальном смысле. Речь не только про жилые дома Харькова и Мариуполя, что ужасно абсолютно. Но еще речь про то, что один человек одним безумным решением уничтожил все, что миллионы людей создавали десятилетиями. Чтобы было ясно, я приведу локальный на общем фоне пример — разгром «Эхо Москвы». «Эхо», как бы к нему кто ни относился, это архив Новой России. Сайт «Эхо» — уникальный исторический документ. Выбрав на нем любой день из прошлого, мы могли в подробностях узнать, чем в этот день жила страна, что было главной темой для политической активной аудитории. Над созданием этого альманаха русской жизни работали тысячи людей, сотрудников и гостей станции. Вы не могли называться значимым политиком или общественным деятелем в России, если никогда не были в эфире «Эхо», если не публиковались на их сайте. Одного дня хватило, чтобы все это пошло прахом. Как уже пошли прахом многие бизнесы, как пошли прахом планы на жизнь. Представьте, каково сегодня, например, пилотом. Профессия пилота гражданской авиации – один из немногих надежных социальных лифтов в России. В летных училищах в последние годы конкурс на поступление был выше, чем в самых топовых вузах. Потому что это реальный шанс для молодого человека очень быстро достигнуть достойного уровня оплаты труда, а по меркам российской экономики нашей и вовсе уровня запредельного. А теперь им просто отменили профессию. Для тех полетов, что остались, не нужно столько пилотов, а за границей на работу сейчас их никто не возьмет. Люди с детьми, с планами на жизнь, с ипотеками обнаружили, что у них больше нет профессии. Что быть пилотом в России сегодня — это как быть охотником на крокодилов в Арктике. Факт 8. Российскому обществу войну приходится скармливать насильно. Сегодня почему-то много, даже на независимом фланге, охотников порассуждать о социологических опросах. Но в разгар войны смотреть на социологию нельзя. Есть 3 бесспорных факта. Во-первых, за 3 недели войны руководству страны пришлось разрушить все независимые медиа, заблокировать все крупнейшие западные платформы, кроме Ютуба.
Во-вторых, принять в пожарном порядке закон, по которому любое мнение о войне, которое расходится с официальным, любое требование мира и даже простое именование войны войной карается строже, чем убийство. В-третьих, ничего из этого не приходилось делать во время аннексии Крыма, во время того события, которое реально получило общественную поддержку. Мы прекрасно видели, что происходило в публичном поле в первые дни войны, когда за называние войны войной еще не грозило 15 лет заключения. Не было ни одного сколько-то значимого лидера мнений, который решился бы поддержать нападение на Украину. Именно из-за этого, а не из-за избытка поддержки, российские власти решили избавиться от любого независимого мнения. Если считать реальной целью войны укрепление позиции Путина внутри страны, внутреннего своего положения, то вот эта же цель однозначно провальна. Обратите, кстати, внимание, что абсолютно все акции по поддержке войны, начиная с митингов и заканчивая вездесущей буквой Z, всегда идут только по административной линии. Никакого народного энтузиазма тут и близко не существует. Факт 9. У этой войны нет цели. В конце нужно обратить внимание на главную мысль. Спустя столько времени весь могучий аппарат российской пропаганды так и не смог соорудить внятный концепт, который объяснял бы, ради чего все это. Ради чего рушатся украинские города? Ради чего гибнут солдаты с обеих сторон? Во имя какой цели в Украину несут смерть, а Россию отрезали от мирового сообщества и разрушили ее экономику? Зачем? Совсем недавно мы с вами потешались над антипрививочниками с их чипами от Билла Гейтса в вакцинах. Сегодня самый горячечный бред из самых мрачных пабликов в Одноклассниках про перелетных птиц, которые несут искусственный коронавирус для истребления славян, это часть официальной позиции Российской Федерации по оправданию агрессии. Речь даже не о моральном оправдании войны, вряд ли его можно найти. Речь просто о постановке задач. Зачем вы равняете с землей украинские города? Зачем вам выжженное поле с дымящимися развалинами домов, все жители которых стали беженцами или погибли? Во второй половине марта от победных реляций российское руководство перешло к оправданию. Забыта денацификация и демилитаризация Украины. Теперь Россия уже была вынуждена напасть, иначе была бы атакована первой. Бессмысленность этой войны настолько выдающаяся, что под нее даже не придумали какой-то идеологической базы. Российская армия просто рушит соседнюю страну и гибнет сама. Просто так, без всякой причины и без всякой цели. Все, что Владимир Путин нам дал за это время, гнетущая чепуха из жанра альтернативной истории. Гнетущая чепуха из книжек в мягкой обложке. Мы оказались в мире больного сознания, где можно убивать людей в 22 году, потому что Ленин придумал Украину. Все это безумное помешательство обязательно прекратится. Вопрос только в том, насколько быстро. Мы будем напоминать тут все время. Единственный выход из сложившейся ситуации – это немедленно прекратить войну, вывести войска с территории Украины, а потом сотрудничать с международным трибуналом, который будет судить тех, кто эту безумную войну развязал и вел. Иного выхода просто нет. Военной победой эта история закончиться не может. Россия проиграла войну и отбросила себя на годы назад в тот момент, когда был сделан первый выстрел из российского орудия в сторону первого украинского города. Этому безумию нет никаких оправданий, и чем быстрее мы перестанем копать ту огромную яму, в которую залезли, тем лучше. До завтра.